Здравствуйте! В этом видео я создам часы, которые будут получать время и синхронизировать это время через интернет по сети Wi-Fi. В программе FLPROC меню файл новый проект для контроллера. Выбираю контроллер. Boards Node MCU. Для начала установлю параметры сети. Необходимо выбрать, в какой роли будет выступать моя ESP. Точка доступа. Я могу создать свою сеть, придумать название сети, логин, пароль, определить адрес. И моя сеть будет локальная. Выхода в интернет не будет. Отсюда следует, что время через интернет я не получу. Поэтому я выбираю клиент и устанавливаю параметры. Первый параметр — имя сети. Сюда вписываю реальное имя моей сети. Пароль для соединения. Также реальный пароль для моей реальной сети. Адрес. Отключаю получить по DHCP и устанавливаю. 192.168.0.120. Закрываю. Вот, собственно, и все настройки. В правой панели во вкладке «Встроенные» выбираю коммуникации и вытаскиваю блок получения времени с NTP сервера. Два раза ударяю и провожу настройки. Выбор NTP сервера. По мнению автора FLPROC, необходимо выбирать серверы, ярус которых имеет цифру 2. Выбираю первый в этом списке. Окей. Следующая настройка. Период запросов до получения первого ответа. По факту это пауза, по истечению которой полетит запрос на NTP сервер для получения точной даты времени. Автор указал 30 секунд, а это значит, при отсутствии часов реального времени мне придется ждать 30 секунд, пока на дисплее отобразится точное время. Меня этот вариант не устраивает, поэтому устанавливаю минимально возможное время 1 секунда. Следующая настройка. Период запросов после получения первого ответа. Это пауза, по истечению которой будет проведена синхронизация времени уже имеющегося на ESP со временем NTP сервера. Здесь вы вольны в выборе. Я установлю 3 часа. Часовой пояс, я думаю, объяснять не нужно. Выводить я буду год, месяц, день, час, минута. Закрываю настройки. Следующие действия будут направлены на вывод информации на дисплей. Захожу во вкладку «Пользовательские» и вытягиваю 3 блока. Третий блок еще раз. В каждом блоке вход N, константа true. Вы пытаетесь вывести минуты. Не получается. Значит, встроенные, конвертация типов, конвертация строк. Также конвертация типа. Теперь определяю местоположение цифр на дисплее. Параметры для этих блоков. Блок часы. Размер символов 4. По оси X вправо не отодвигал. По оси Y вниз отодвинул на 30 пикселей. Для блока минуты. Размер символов 4. По оси X вправо отодвинул на 80 пикселей. По оси Y отодвинул вниз также на 30 пикселей. Для удобства соединительные линии преобразую в текст. Компиляция, заливка. Между часами и минутами необходимо добавить разделитель. Вывожу третий блок. В качестве разделителя у меня будет двоеточие. Размер 4. По оси X отодвину на 52 пикселя. По оси Y вниз опущу на 30 пикселей.
При включении заметно отсутствие ведущего нуля. Сейчас время появится правильное, 0 также отсутствует. Эту проблему решить несложно. 2 раза ударяю по блоку конвертация строк и устанавливаю значение время. Те же действия провожу и со вторым блоком конвертация строк. После включения ESP между неправильным временем и временем, полученным с NTP сервера, происходит пауза. Выясню, что происходит во время этой паузы. Встроенные таймеры, генератор, а также система, статус соединения Wi-Fi. Удалю константу, соединю. Статус соединю с генератором. Настройки генератора. Мультивибратор. Частота колебания 1 секунда. Смысл происходящего. Если соединения по Wi-Fi сети у меня нет, на выходе блока статуса Wi-Fi 0. Генератор не работает, двоеточие статично. Как только сеть подключена, на выходе блока статуса Wi-Fi единица, генератор начинает работать и двоеточие начинает мигать. Для того, чтобы при неработающем генераторе блок вывода двоеточия работал, необходимо его инвертировать. Таким образом я избавился от одной из непоняток, почему на часы не приходит реальное время. Осталось разобраться с выводом даты. Конвертация типов, конвертация строк, 3 блока. Соединяю день, месяц, год. Получилось напутано, поэтому преобразую в текст. Строки, сложение строк. Входа у меня будет 5. На первый вход пойдет день, на 3-й месяц, на 5-й год. Между ними разделитель, точка. После чего заключительный блок вывода информации на экран. Блок сложения строк на вход блока вывода информации. Положение даты на дисплее. Размер символов 2. По оси X отодвину на 2 пикселя. По оси Y отодвину на 2 пикселя. Советую в блоках конвертация строк сразу установить параметр время, так как при отсутствии ведущего нуля дата будет плясать влево-вправо по строке. До свидания.